Пальма де Майорка – это курортный город и столица испанского острова Майорка, расположенный в западной части Средиземного моря. То есть город называется Пальма, и он на острове Майорка. Остров Майорка был заселен с незапамятных времен. Он переходил из рук в руки от византийцев к маврам, от католиков к мусульманам. Был базой пиратов. Нынче принадлежит Испании. Скажу честно, мы прямо влюбились в Пальму. Здесь, несмотря на обилие туристов, чувствуется какое-то тихое одухотворение и спокойствие. Узкие улочки, каменные мостовые, торговые площади, современные здания, вписанные в структуру старого города, великолепный собор с творениями Гауди. Мы сняли очень много фото и видео. Комментировать дополнительно не буду. Смотрите и проникайтесь. Наш обычный утренний обзор. Вон стоит H. Рядом с нами еще 3 больших кораблика. Мы на Пальме де Майорка. Не так, мы в Майорке, острове, принадлежащем Испании. Город называется Пальма. Он так интересно устроен, что центр города у него в 3 километрах от порта. Поэтому выбора два: идти по жаре ножками или взять шаттл, который предоставляет Celebrity Edge. За денежки, разумеется. Но в любом случае мы выбрали шаттл. И пока что не очень разочарованы. Все, сейчас будем смотреть, что такое Пальма. Все как всегда, мы у старинного кафедрального собора. Он считается крупненьким, но видно, что он большой. Типичный готический собор, похож на практически такие же, что в Праге, что в Австрии. Господи, это собор Парижской Богоматери местами напоминает его. Тут интересные детали. Вот там вот видно башенки минаретов. Пальма. Там вот море. Так как Пальма расположена на островке, который переходил из рук в руки достаточно часто, что здесь кто только не бывал. И пираты, и конкистадоры. Но все хорошо сохранилось, я хочу сказать. Все очень даже прилично. Да, Макдональдс исторически вписывается в это место. Просто чудесно.
Очень красивые витражи. Потом попробую режим переключить, снять в другом режиме, потому что, похоже, не передает красок. Вот можно увидеть на сиденьях от витражей разноцветные цвета. А вот огромный витраж. Если я не ошибаюсь, это здесь 2 раза. Здесь же, Лен, 2 раза в год это шестиконечная звезда отражается, да. Там вот видишь шестиконечную звезду. Так, красивейший. Каждая ниша посвящена своему святому. Сейчас мы пройдем к одной из них, она органично вписана. Как это церковь в церкви, небольшой, блин, как не знаю, даже приступочек. То есть основной передел там, а здесь еще один вот такой сюрреалистичный. Просто обалденно. Как волна выхлестывает наверх. Вон орган, знаменитый тоже, говорят. Вот основная часть центральная. Здесь нет такого прям рыболепия, как в Ватикане. Никто и слова не говорит. И женщины с открытыми плечами, локтями, коленами. Мужчины в шортах коротких. Очень живая церковь, элементы такие, я бы сказал, народные просто. Очень красиво. Масштабно, просто и красиво. Сниму еще в этом режиме, чтобы были понятны краски. Витражи. Если вот там это просто разноцветные стеклышки, то здесь, как обычно, сюжеты. Там даже часы сделаны, боже мой.
площадь. Правда, Санта крестик наверху. На многих домах мансардочки достроены, прям видно. И, как обычно, к площади подходит 5-6 улочек. Вот она сюда и повернула. И, как обычно, с любой площади и на церковь. Как же площадь без церкви? Совмещение такое современности. Дом перестроен полностью, первые этажи, современные окна, кондиционеры на каждом. Смотришь, какое название магазина, сразу понимаешь, чем знаменит регион. Здесь это третий магазин, Pearl Shop. То есть они тут у нас жемчугом торгуют. Видать, жемчуг добывают. Ручка на рога. А вот там уже крупное здание, машинки ездят. Прям настоящая Испания. И мы сюда, конечно, зайдем. Если бесплатно. Санта-Экуилия. Все как обычно, снимать надо или все, или ничего. Все подряд снимать тяжело. Хочется смотреть, а не только снимать. И жарко. Когда жарко, делать лишних движений даже на камеру не хочется. Очень интересная площадь. Не очень понятно, восстановлены ли это дома вокруг. Или это вот, надо будет потом в интернете посмотреть. Но вот эти арки выходят опять-таки на 4 разных стороны. Со всех сторон. Мы пришли вот оттуда. И здесь прям все достаточно современно. Как обычно. Один из выходов с этой площади. Здесь нет такой помпезности, как в Каннах. Есть, конечно, тоже магазины фирменные. Можно сказать, что бутики, но вот такое. Супермаркет обычный, нормальный. Улочки вот такие вот с жилыми домами, а не с гостиницами. Вот площадь очередная. Каждый квартал такая небольшая площадюшечка с зеленью. Фонтанчики, скульптуры. Или местные деятели, или какие-то люди города, или архитекторы, которые построили. Вот опять улочка.
Ну, то есть буквально получается, что 3-4 дома объединены в такой квартальчик. Вот сколько есть. Раз, два, три, четыре, 5 домов. И следующая улочка. Вот там вот уже улочка узенькая. Класс. И вот мы чуть-чуть отошли в сторону от туристической площади. И никого. Вот там опять народ ходит. Мы сейчас туда пойдем, по этой улочке. Но тоже и нормально, не грязно. Нет специфического запаха таких улочек. Хоть и лошади. Да, кстати, лошади ездят. Да. Руссо-туристы очень любят лошадей, как выясняется. Мы встретили 4 повозки, в каждой из них сидела русская семейка. Причем ни один из них не с нашего лайнера. Вот сейчас выйдем на улицу, посмотрим, что здесь. Вот, явно первый этаж перестроен. Здание историческое сохранено. Да, вот тут граффити такое. А здесь, кстати, нормальный рисуночек. Парадизе. We live in Paradise. А это улочка с магазинчиками. Вот опять-таки все вышли на не центральную, одну из улочек. Вот она идет туда и туда. И здесь пусто. Третий выход с этой площади. Мы прошли по двум. В один дошли, в другой вышли. Площадь называется Пласа дель Маркус дель Пальма. Ну, даже по-русски картины подлинные. Очень много русскоязычных. Заходили в магазинчик в обувной, 3 продавщицы, все русскоязычные. Это вот, грубо говоря, центр туристического квартала. Здесь такая вот улица с пальмами. Проходит в направлении церкви. И насквозь проходит через площадь. Питьевая вода бесплатно.
Iba a comprar una labo de que había una. Вот мы оттуда вышли, из старого города. И это, ну не знаю, центральный бульвар, что ли, Пальма. Вот. Опять переплетение старинных зданий, вот таких красивейших, с балкончиками. Какие-то тут львы египетские. И тут же вот такая стекляшка современная. Вот опять что-то старенькое. Там опять что-то новенькое. И вот тут бутики уже. Бутики, Луи Виттон.
Тинтин, Ойсо, Зара Хоум. И вот если дальше пройти, это будет место, которое на набережной уже. Это мы вышли из центра города, из старого центра города. Здесь красивый сквер. И здесь скопление всех туристов, кто приходит с моря. А улочки, вот они узенькие улочки на той стороне, просто там не туристический район, туда уже не ходят. Вот кафедральный собор. Вот. Отсюда прекрасно его видно.